Привет, вы на канале Практический арбитраж. В этом ролике я разберу под ключ запуск на линке. Мы с вами затронем нашу любимую Турцию, потому что сейчас настал ноябрь. Как и каждый год, это самое злачное время, ноябрь, декабрь и январь для конверта именно в ТР. Поэтому самое время заходить. Сейчас у нас присоединилось достаточно много веб-мастеров в партнерскую программу и команд в том числе, которые уже около 6-7 дней делают порядка 100-150 в TDDL. Чтобы у вас было понимание в текущих реалиях, сделал небольшую выборку по кабинетам, которые бы хотел так показать, что у нас и клиенты с менторства ведут по Турции, что и там некоторые веб-мастера, но в основном все это ученические, скажем так, кабинеты, которые весьма себя хорошо показывают. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас, 3 CBO-шные компании, 51 FTD по 47 бачей, в среднем за результат. Здесь у нас тоже пока что-то подстопнуто. Сейчас объясню, кстати, почему некоторые компании стопнут, друзья. Здесь 29 FTD. И еще один кап, и здесь. Сколько там у нас получается? Давайте так вот перейдем, чтобы показать результаты. Ну вот 10 FTD-шек по 40. То есть в среднем получается держать такие цены. Ну, наш любимый, забаненный кап. Давайте как-нибудь выделим его, не знаю. Ну, в принципе, вы сами видите цены. Сейчас вот у меня разлогины идут. В общем, давайте обновим быстренько, залогинимся, чтобы у нас все окей, подгрузилось. Был тот наш любимый, забаненный кап. Еще кабинет есть. Сейчас везде будет, наверное, апдейт выскакивать, Здесь сейчас еще кап вам покажу. Ну, в общем, их энное количество. Все в среднем держат результат, по Турции, там, в районе $40. Есть какие-то удачные запуски, какие-то неудачные. Мы запускаем везде мультигео, запускаем и линки. Ну, смотрите сами результаты, Здесь еще кабинет, пожалуйста, с ценным, результатами. Там, если посмотреть, допустим, компашки, которые ведутся, то вы увидите все равно средний результат где-то в районе, даже здесь дешевле, 37 бачей получился, но здесь кап у нас не подгрузился. Ладно. В общем, энное количество кабинетов вы сами все увидели. Суть какая? Сейчас весьма хорошо работает запуск 1.3N, как мы везде это говорим, и на менторстве, в том числе для ребят, в том числе и наш байнг так проливает, но и в целом, в общем, сейчас очень жирно идет Турция, друзья. Вот прям буквально перед записью ролика, я не стал на выходных ролик писать, так как там были определенные обстоятельства, по которым я не мог этого сделать. Ну, в общем, суть такая, что мы тестируем различные теории, гипотезы, которые на выходе дают максимально жирный результат. Все-таки в ваших комментариях, под видео, я, особенно в последнем, увидел ряд запросов, чтобы показали запуск под ключ. Мы это сделаем на примере линки, потом догрузим еще с вами запуск такой же под ключ на ПВА, и все это сделаем еще на мультигео проливе обязательно. Итак, с чего бы я все-таки начинал? Больше это видео, скажем так, будет, да не даже для новичков, наверное, про текущие заливы сейчас, которые дают профит. Опять же, это акцент на UGC Creo, ссылка на наш контакт, по UGC-шкам вы можете заказать у нас, либо написать мне в личку, либо есть аккаунт саппорта. Сейчас мы выведем отдельный аккаунт, кто будет заниматься именно заказом, приемом заказов, на UGC креативы. В целом, в общем, акцент идет на них. То есть у нас сейчас везде Creo это говорящие головы, ну и плюс по качеству это стримеры, естественно, стримерские подходы, они также никуда не уходили. Ровно так же мы сейчас будем возвращать слот Santa Great Gift, который будет тоже максимально жирно отрабатывать. И это не связано там с Новым годом, как многие ошибочно думают, а больше вся история все-таки реализована за счет того, что данный слот просто в Турции популярен. И он как раз-таки идет, дает хорошее качество, это не краш. Ну, в общем. Окей, но мы с вами давайте разбавим такой залив, на линке, чтобы там слотовые пока истории не палить, чтобы мои веб-мастера меня, скажем так, не проклинали, Мы с вами сделаем корректный, правильный залив на линке, ну, на те же самые, сказать, там, классический слот чикен-ролл. Причем вы можете многие прийти в нашу партнерку, эту историю повторить. Мы, естественно, поможем, подскажем, что запустить на крашах, что запустить на слотах. Ну, в общем, исходя из того, какое качество трафика вы умеете давать. Ставки мы сейчас действительно будем апать. Нам уже на ноябрь дали более жирные условия по тем офферам, которые у нас были топовые. Таких, я уверен, на ресейле где-либо еще на рынке вообще просто нету. Поэтому, кто еще не в нашей партнерке, ссылка под описанием или Generals.com, переходите, регайтесь, вам опробнут кабинет, и мы там уже в чате пообщаемся. Ищем хороших, скилловые, толковые команды, готовы давать вам прям интересные, вкусные ставки и на выходе вместе зарабатывать. Итак, с чего бы я начал, Начал бы я, наверное, типа ставера все-таки. Я бы посерчил на месте там соло-веба новичка, то есть мы такой некий, давайте путь пройдем с вами быстренько. Я бы посерчил спай, посмотрел бы, что актуального льется на Турцию. Да, друзья, у кого еще стайверов, собственно, нету, Lead Generals, промокод, ссылка в описании, получите скидку там 15-20, по-моему, процентов на первую покупку, даже, по-моему, там на продление есть, можете новый аккаунт регать, ну, короче, в общем, это прям максимальный жирный промик, которого нигде нету. По факту я бы рекомендовал им пользоваться.
ставим ФБП равно, ставим Турцию, категорию гемблинг я бы выбрал. Ну и, соответственно, смотрим дальше по подходам. Ну вот и пошли, собственно. Вот это, друзья, то, что льется, собственно, наше, на самом деле, даже. Ну да, наши подходы, которые проливают. То есть я бы выбрал данный криоз. Как, во-первых, проверять? Давайте все-таки, ну, не тем будем отталкиваться, что я что-то знаю, да, и вижу, а просто оттолкнемся от того, кстати, вот тоже и Gates of Olympus, прикольная история. Может быть, даже это какой-нибудь стример тоже. Да, друзья. Это вот то, что, собственно, для себя просто подмечайте. То, что сейчас неплохо, на самом деле, заходит. Ладно, мы не к этому. Я больше чем уверен, данный креатив есть в активе. Смотрим фанку, проверяем, чекаем, да. И, собственно, убеждаемся, что да. На 2 ноября кто-то что-то подзалил. Второе, ну пока свежий. То есть ваша задача, напомню, как я и во всех видео говорю, найти объявления, которые в активе будут более 5 дней. Вот тогда, собственно, вы такие креативы можете брать. Давайте еще данную историю чекнем. Мы в любом случае сейчас наткнемся, что-нибудь такое найдем с вами для примера. 2 ноября, 2 ноября, 2 ноября, как много тут запущено, 2. Но ребята залили различные вариации, на самом деле, кстати, новые интерпретации даже есть под чикенов. Окей, пока все это закрываем, давайте еще посерчим что-нибудь. В любом случае, я думаю, сейчас что-нибудь такое с вами найдем. Ну, можно проверить Gigaplay. Да, кстати, друзья, в ближайшее время, наверное, я стану, да, представителем одного из краш-слотов. Есть хорошее, интересное, жирное предложение. Это нам откроет с вами в нашем с вами контенте, на нашем с вами ютубе очень интересные инсайды, о которых мы в дальнейшем будем делиться. Думаю, завтра уже на канале «Арбитражный микрофон» выйдет подкаст с Артуром Джа, где мы, собственно, разберем с вами моменты с тем, какие сетапы можно сейчас вытаскивать. Короче, подкаст будет жирный. Мы тоже очень интересную совместную историю по работе готовим. Ну, об этом пока не буду разглашать, будет чуть дальше и больше информации. Подобные, кстати, слоты, друзья, тоже очень здорово заходят, если так вот немножечко чекать, проверять, да. Я просто сейчас, вот как бы я там выбирал 1 ноября, ну, в целом, в общем, уже что-то тут ближе к делу. Вот такая статика, кстати, друзья. Ой, это прям, знаете, год, наверное, 20-19. Такая история тоже очень прекрасно заходила. В любом случае, UGC-шки, живые подходы, они, конечно же, в разы лучше отрабатывают. И с ними нужно на дистанции уметь работать, да. Опять же, кстати, забыл, какой момент я, друзья, упустить. Вот вы кабинеты, да, которые видели, вот здесь, допустим, говорю, на стопе, да, хотя жирные метрики, по сути. Это как раз-таки ваша основная проблема. Вот аудитория, которая смотрит, да, я бы порекомендовал. Когда вы видите не конверт, когда есть просадка Rec to Dep, когда есть просадка просто по метрикам, вы не должны съедать свой профит и усреднять результат. То есть не нужно просто для галочки спендить, да. Ваша задача, вот здесь 400 пролито, 200 бачей чистой прибыли, допустим. Там еще какие-то кабинеты были. Здесь такая же история, тут гораздо больше, да, профит. Ну, там, если ставку там 60 даже возьмем, хотя сейчас 60 уже, даже у нас в партнерке нету, мы от 65 даем, есть там даже ставки 70, 75, 80, в зависимости от объема и качества трафика. Ну, короче, в общем, здесь ваша задача вовремя стопать, друзья, если вы видите, что-то идет куда-то не туда. Вот здесь нужно обязательно просто научиться чувствовать и своевременно выключать такие объявления, дабы не сливать профит. Поэтому будьте очень внимательны, пожалуйста, не перекручивайте, и тогда в текущих реалиях вы научитесь отливать в плюс. Друзья, мы просто тут сейчас очень много гео, я слышу на слуху, да, и в том числе и нашу партнерку мы заводим. Кстати, мы ищем BDM, ищем хороших аффилейтов, ссылки также есть в описании мои, можете написать, у кого есть, кто хочет трудоустроиться. БРов пока мы не набираем, мы укомплектовали довольно-таки сильный штат, у нас качается еще отдел схемного трафика, ну, в общем, это так новости, которые будут в нашем телеграм-канале. Кстати, да, кто не подписан на телеграм-канал «Практический арбитраж» и на чат в том числе, ссылка и в описании, подпишитесь. Там очень много полезного контента и очень толковые ребята что-то рассказывают. В общем, таким вот ключом мы с вами должны найти действующие объявы. Давайте что-нибудь вот типа такого еще чекнем. Тоже такой олдовый подход, на самом деле, не активен. Чекнем что-то, посмотрим, может быть, что-то есть в активе, но обязательно у меня UGC-шки уже наши, отснятые от нашего турка, актера, да, у меня отобраны, сделаны. Кто там подпалит домен, тот, в принципе, вытащит эти крео, зальет, здесь я их там даже увидел. Социальные креативы, друзья, вот классика, да, когда идет история в креативе, в дескрипшене, в описании крео. Такая темка тоже, кстати, работает, неплохо себя показывает, давайте посмотрим, есть ли она там в активе, ну, как бы нет. По сути, может быть, здесь ребята видят не зацеп, просто и стопают. Но на самом деле, еще раз повторюсь, это не есть. Ну, то есть сейчас тяжеловато найти такие объявы, которые более 5 дней в активе, потому что многие занимаются как раз-таки правильным подходом, находят что-то в активе, конвертят там в рамках там определенных суток, и потом стопается, так как метрики слетают. По-хорошему, как бы и мы так делаем, да, мы стопаем эти объявления, и потом с новых суток возвращаем вновь в работу. Ну, в общем, ваша задача найти сейчас объявления, которые все-таки более 5 дней в активе, и тогда их взять, позаимствовать, попроливать. Опять же, вот вам как пример.
Другие геофанк подтянулся, да, старый подход, весьма такой мотивный, поэтому мы его не будем смотреть. Суть маленько в другом. Ну, типа, может быть, какой-нибудь Gate of Olympus. Вот это старая, кстати, тема наша, Свитбананзовская, тоже древний Крео. Ну-ка, льется он сейчас? Нет, давайте посмотрим. Хочется просто вам что-то показать, как пример, как дальше бы действовать. Ну, мы возьмем сейчас на примере там 2-3-дневного все-таки UGC-шки. А вот, кстати, 2 ноября. Ну, нет, тоже это 2 ноября. Да, давайте вернемся все-таки на первую страничку, чтобы нам такой некий, да, ликбез сделать по мануалу. Ну, допустим, вот этот Крео, да, который, друзья, я вам сразу скажу, он работает. Кто найдет, тот найдет, воспользуется. Мы там увидели, что он в активе, там, допускается, с 2 ноября. Может, что-нибудь даже побольше есть. 2 ноября, бог с ним. Визуализируем, что он в активе с 30 октября, давайте скажем, да, 30-31, 1, 2, 3, да, типа 5 дней в активе, все прекрасно. После чего ваша задача найти, пробить, да, кло, если как бы тут, конечно, ребятки не льют с выключенной клакой, но сейчас мы посмотрим. А что-то как будто домен даже не активен. Даже нас на white кидает. Либо это white такой, типа отскака идет, просто white, ну, типа белая страничка, короче. Ну давайте просто что-нибудь все-таки найдем визуально, чтобы вы поняли, что это кло. А то многие говорят, ты там что-то подрисовал, подтусил, еще что-либо сделал. Кстати, тоже, наверное, социалка, да? Нет. Ну, понятно. Обложечку сделали. Ну, в общем, пойдет. Это даже, мне кажется, темка. Ну-ка. Кстати, это, судя по всему, наверное, это был, скорее всего, ну-ка, по сабам, был линки, но нет, это не линки, это, скорее всего, типа чего-нибудь PowerGroup, либо скак. Окей, нашли домен, нашли Крео, допустим, у нас там проливается какое-то количество дней, далее переходим в антиклоп бота нашего, друзья. Да, друзья, еще раз для всех, антиклоп бот наш, да, Lead слэш снизу, антикло слэш снизу бот, все ссылочки на наших ботов, которые есть, уникализаторы и так далее, все для вас бесплатно, друзья, в описании, пользуйтесь. Перешли сюда, у вас нужно выбрать операционную систему, далее указываете аббревиатуру гео, вставляете линку, и у нас класс, и у нас почему-то не пробивает, вот будем ругать. Будем ругать тогда наших разрабов. Ну, кстати, должно все было биться. Давайте какой-нибудь другой еще домен чекнем все-таки. Для разницы. Просто какая там защита могла сработать, я сомневаюсь. Ну-ка. Тоже white. Поехали, ну-ка. Скорее всего, мне кажется, прокся, может, лежит. Сейчас сделаем еще раз. Давайте старт. Заметьте, мы причем ничего я не монтирую никогда. Все показываю так, как оно есть. Если есть косяки, да. Ну, значит, сейчас подлагивает прокся турецкая. Давайте. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, в общем, короче, здесь пробивается кло, я пока покажу, да, мы сейчас однозначно там напишем, вебы в чат тоже пишут, что есть какие-то, бывают баги, мы сразу исправляем и так далее, все это работает максимально бесплатно для вас. Ну, короче, грузится контент, показывается там сама PWH, как она пробилась, да, грузится ее графическая составляющая, если вдруг там бот на тот момент, когда вы будете использовать, не будет работать, напишите наш чат «Практический арбитраж», там тегните ребят, саппортов, и технари наш увидят, быстро пофиксит. Я сейчас не буду на видео отвлекаться писать, ну, короче, в любом случае мы замечания сделаем, это пофиксится. Опять же, здесь очень важно выкачивать контент больше графически, то есть комментарии вы должны сами все генерировать, да, и в том числе также описание делать максимально корректное, как из всех видео мы делали акцент на максимально релевантные, да, трастовые, приближенные к реальности. Ни в коем случае здесь не нужно переигрывать, ни в коем случае здесь не нужно, скажем так, ставить там везде кучу миллиард эмодзи и так далее. В общем, это я неоднократно рассказывал, поэтому здесь я акцент на этом делать не буду. В общем, таким образом выкачивается у нас с вами дизайн, да, и я на что хотел обратить внимание, когда там прервалось все, да, то, что все юзеры у нас с вами должны соответствовать, то есть и имена, и аватарки должны соответствовать гео, а то бывает, и многие генерируют через GPT-шку, вовсе не уделяя этому такого точного, да, внимания конкретного, и сами делают некий такой мислит. Ну, короче, у нас все должно быть максимально корректно. Окей, что мы делаем дальше? Давайте, нет, будем идти по порядку. Мы с вами пустимся, собственно, на линки, да, на линки групп. Для этого нам нужно с вами будет создать сейчас лендос. Переходим, добавить лендинги. Название про лендинг у нас будет техническое, назовем его там chicken, tr, my, пускай будет YouTube, да, опять 0.3, какой у нас месяц, 11 уже, да, получается. Да, метазаголовок. Здесь нам потребуется с вами чат GPT. И мы сделаем все максимально релевантно, правильно и трастово. То есть сгенерируй SEO описание. Нет, SEO title для лендинга слота Chicken Road 2, да, Гео Турция.
Пойдет. Что-нибудь такое. Можно, конечно, было перевести. Я уже примерно понимаю, что это на Турции написано, поэтому, я думаю, мы заберем данное описание. Есть. Идем дальше. Название ПВА. Ну, название ПВА вы указываете то, которое будет устанавливаться на рабочий стол. Здесь главное не перепутаться. Это будет ставится же еще иконка. Мы с вами посмотрим сейчас на выходе, как Land будет отрабатывать. Следующим шагом нам необходимо сделать метаописание, друзья. Теперь сгенерируй для этого же лендинга SEO описание. Делаем ту же самую историю и поехали. Сделай с переводом. Посмотрим, о чем суть. Здесь как бы уже нужно, конечно, понимать, не бездумно это делать, но чтобы все было максимально, еще раз повторюсь, релевантно. Да, заберем, давайте, второй вариант. Для примера нам пойдет. Но здесь как бы вы делаете максимально, еще раз повторюсь, все релевантное. Далее нам нужно с вами Chicken Road. Мы берем Chicken Road 2. Есть еще Halloween, кстати, друзья, сделали. Но он уже, думаю, не столь актуален, поэтому просто берем Chicken Road 2 по классике. Далее двигаемся. Параметры. Здесь у нас с вами клик-баттон. То есть напиши название кнопки из одного-двух слов. Максимально кликбейтное для начала игры. Играть сейчас, вот, типа можно ставить начать, крути спин, начни выигрывать. Пробуй сейчас, играй бесплатно, пусти курицу, бежать. Кстати, тоже прикольно, лови бонус, выиграй сейчас, начинай приключения. Ну, я думаю, мы возьмем с вами что-нибудь типа вот такого по классике, да, играть сейчас. Без воскового знака только. Есть. Теперь кнопку напиши в такой же стилистике. Кнопку, чтобы забрать выигрыш. Забрать выигрыш? Ну, по сути, да. Хватает деньги. Мы еще с вами затронем обязательный момент, то что сейчас весьма актуально проливать ПВАшки с преландами. Гораздо лучше идет конверт на выходе, друзья. Поэтому на это бы я тоже делал акцент. Количество попыток. Мы оставим, что у нас с первой давайте попытки курицы сходят. Я постоянно на менторстве рассказываю то, что здесь нужно делать различные вариации, включать некий такой понимание психотипа. Что имеется в виду? Ну, фактически у вас может быть выбрано количество попыток, там, типа, не одна, а две, и юзеры там, ну, потенциальные игроки, да, на какой-то шаге, типа, курица может там разбиться. Ну, типа, на первом, допустим, бам, ее сбило. Все эти звуки слышите, да? Ну и, соответственно, со второго раза он там дальше пройдет, у нас с вами пропрыгает, и все будет прекрасно, вуаля, и выиграет. Но я бы, наверное, поставил, типа, количество попыток 2, и на первом шаге, чтобы ее сбивало. Дальше выберите страну. Здесь, понятно, у нас с вами Турция идет. Все, ой, Туркменистан, это важно не промахнуться. Турция, языковая группа, турецкий. Да, шрифт выберем с вами какой-нибудь. Типа Карл по классике, 700, допустим, шрифт. Это чисто уже на визуал, на усмотрение. Особо разницы в контенте, в конверте мы не видели. Название секторов оставляем дефолтные, согласно нюансам, да, ну, по умолчанию слота. И заголовок в окне бонусов. Теперь мы давайте с вами тоже укажем. Напиши заголовок в окне о сумме выигрыша. Большой выигрыш, потрясающий приз, курица разбогатела, ты выиграл. Во, Казандин, идеально. Вот так вот. Все весьма пока делаем тривиально, да. Оп. И кнопку, и названием, сейчас, название кнопки в этом окне, чтобы забрать бонус. Да. В целом, в общем, думаю, сейчас забрать бонус. Да, вот и прямо оставим забрать бонус, поймай курицу, бонус твой. Забери сейчас. Давайте Хэмин типа вот так оставим. Забери сейчас. Турки любят агрессивный призыв. Вуаля. Ленд у нас с вами готов, друзья. Да, рекомендация. Сплитуйте дизайны в ПВАшках. Дам просто такую некую рекомендацию, что на самом деле сейчас очень круто сплит отрабатывает. Отрабатывает причем не только в линках, да, отрабатывает в том числе на ПВАшках. То есть стоит, конечно же, их сплитить, перебирать, скажем так, смотреть, что лучше себя показывает, и на выходе вы увидите разницу по CR. То есть не привязывайтесь к одному ленду. Вообще, в целом, в общем, будьте разносторонними. Я немножечко, так, опять же, раскрою секреты, да, мы сейчас там, допустим, октябрь многие жалуются,
жаловались, а мы вот Buying первый раз, я там на менторстве ребятам тоже рассказывал тему, мы сейчас, наоборот, как раз-таки октябрь за длительное время держим ROI 100+, на самом деле, на одном Гео Турции. Ну, в принципе, классика, вернулись к истокам, многие, наоборот, там жалуются, то, что плохое время и так далее, и так далее. Ну, короче, на самом деле, очень круто, жирно все отрабатывает. Окей, идем дальше. Потоки. По потокам, друзья. Здесь все по классике. Заводим поток. Нам нужно купить системный домен. Любой название потока укажем также. Chicken, да что-то. Chicken, TR, Mike, YouTube. Чтобы было понимание, 0310. Купить системный домен. Домен самый любой, заморачиваться вообще не стоит. Далее переходим в настройки. Здесь нам редирект для iOS в целом можно с CrashApps поиграться. Но там сейчас iOS опять повыкашивал. Почему, в принципе, я iOS не очень люблю. Мы льем поэтому чисто все просто на Lendos. Ссылку на редирект. Вот теперь следующим шагом нам необходимо с вами что сделать? Завести компанию. Завести компанию и афера. Ну, афера, давайте, скажем так, заведены, сейчас не буду. Ну, в принципе, я их в любом случае запалю. То есть вам нужно завести источник линки групп. Дальше в компаниях создать компашку, указать источник. Давайте так просто для примера. В разделе офферы указываете там name offer, да, name offer. Группу выбираете свою, партнерскую сеть там Lead Generals. Lead General сюда вставляете URL-линку, взятую из нашей партнерки. Да, вы там увидите, в принципе, показатели, увидите, что там идет по депозитам, увидите все ссылки на ленды различные и так далее. Если брать чикен, то лучше лить на форму регистрации. Для других воронок слотовых, да, Гейтов Олимпус, Bonanza и так далее, рекомендую брать именно тематичные ленды, так как они увеличивают CR и допрогревают аудиторию. Даже причем, если вы будете лить через подобную историю. И шаблон страны, друзья, проставляете согласно гео, и все будет весьма прекрасно, замечательно. Окей, я сейчас быстро линку сделаю, и мы с вами продолжим. Сейчас, друзья, в принципе, компанию уже мы создали, да. Сейчас просто все в группу нужную закину. В целом структура такая. Делаем все под мультигео, потому что мультигео дает вам более дешевые на старте метрики, ну и плюс неплохо долетает. В Турцию мы льем Германию, льем Великобританию, Францию по определенным там городам и так далее. То есть вот, собственно, сделан мультигео. Здесь у нас еще идет сплит 3 офферов, которые мы сейчас затрагиваем. Я рекомендую, друзья, вообще в этом месяце сделать акцент вот на текущий оффер и на текущий. Один Кинг такая история, на самом деле, скачущая, да, но мы вот тоже ей, в принципе, играем, посмотрим, что на выходе будет и как оно себя будет показывать и конвертить. Структура здесь вот готова. По сути, дальше мы забираем трекинговую линку, которая у нас сделана, да, обратили внимание, что STS Postback у нас идет на линки групп. Далее, после того, как мы всю эту историю завели, вставляем трекинговую линку по классике, да. Клаку не юзаем, настройка параметров у нас рекламной сети Facebook. ФБП сюда можно прям пикселек поставить, но мы на самом деле, наверное, сделаем структуру под нашу ссылочку. Сейчас мы там ее под все наши метрики, как мы привыкли ставить. Ну и настройка постбэков. Здесь необходимо прописать external, не забывайте, да, чтобы все стучало ID. Это просто дефолтная история на линке, которую я уже постоянно настраивал. Сюда ID-шку пиксель ставить или нет, это уже, как говорится, на вкус и цвет, но все-таки, давай сейчас я пиксель затрону, прям секунду. Пиксель подставил, забыл вам еще, друзья, сказать, настройка веб-пуш ПВА. Обязательно активируем пуш-подписку. Мы пуши с вами тоже разберем в следующем ролике при аналитике. Да, сейчас мы сделаем в этом ролике запуск, а следующий ролик выйдет уже в четверг по аналитике. Мы компанию поведем, я поделюсь результатами, буду всю эту историю писать, показывать и так далее, и мы зарелизим. Окей, здесь сохранили, и остается нам интегрировать пиксель, да, в разделе пиксель отдельно. Он ставится, не забывайте. Добавить пиксель, вставляется ID-шка. Сейчас я токен заберу. И вставляем токен. Вот таким образом у нас теперь все готово, интегрировано. По сути, если так вскользь пробежаться, друзья, создали лендос, по-хорошему сделайте 2 визуала ленда, поиграйтесь словами. Это я уж так сейчас на скорую руку все делаю, потому что сейчас там данный пролив у меня больше, там, наверное, за крево стрельнет, я больше чем уверен. Ну и, соответственно, дальше наша задача с вами настроить здесь все корректно по интеграции. По сути, вам нужно завести источник китары, как мы показали, да, завести афера. Обязательно сделайте мультигео, ну и дальше делайте запуск. Собственно, теперь мы переходим к методологии запуска. Сейчас я кабы открою, с которой будем запускаться. Мы будем с вами делать разносторонний правильный сплит-тест, да, что имеется в виду. Я беру -8 кап, обращу ваше внимание, да, и другой плюс 8. Это еще одна рекомендация от меня, друзья. Обязательно берите, да, несколько кабов, пускай у вас даже есть пул рабочих креативов, потому что как раз то, что завтра будет подкаст, следите, пожалуйста, за информацией. Завтра выйдет подкаст с Артуром Джа. Послушайте его внимательно, там много максимально технички, там много максимально полезных нюансов по кабинетам. Ну, короче, в общем, я рекомендую с этой информацией, скажем так, внимательно ее послушать и переработать. Короче, мы будем запускать с вами ABO и CBO, я думаю. Есть две методологии, которые весьма корректно отрабатывают. Сейчас я криво отправлю в уникализацию, чтобы не тратить время.
Итак, друзья, креатив я проуникализировал. Поехали. Сначала -8, думаю, запустим. В общем, у нас будет две компашки, EBO и CBO. Мы как раз с вами посмотрим на обоих кабинетах, да, и посмотрим, что из нас у нас с вами лучше пойдет. Первый, значит, у нас пускай будет CBO. CBO будет запускаться 1.3.5, так как у нас 5 креативов, да, и дату запуска. Что у нас сегодня? 3-10. Эндрю, давайте поставим вот так вот. Lead Generals. YouTube подпишем еще. Собственно, дальше бюджет компании оставляем. По баджу я бы на старте поставил одну типа CPA среднюю, да, 70.99. Этого хватит на старте за глаза. Переходим дальше к ацетам. Да, ацетов у нас будет 3, так как мы дадим 3 выборки аудитории. Ну и, соответственно, здесь ставим по классике одно место, сайт. Ну и, собственно, да, выбираем наш с вами пиксель. 128 есть. Пиксель выбран. И событие конверсии покупка. Мы стараемся слить на один пиксель, друзья. Сейчас еще сделаем фичу вам, чтобы вы могли как через МИТ раньше шарить. Кстати, забыл, да, презентовать. Сейчас дописывается у нас история с пикселем. Можно будет через API-шку, через бота шарить пиксель. Короче, то, что есть вот вечный King, там, Royal Pixel и так далее используется, вы там деньги платите, мы вам это бесплатно сейчас отдадим. Прям буквально в ближайшее время уже выкатим. По атрибуции все по классике 7.1.1. Да, здесь все корректно, просто прочитал, что ФБ пишет. Атрибут с одним днем клика сейчас чуть тяжелее идет. У нас, по сути, с вами остался час до наступления новых суток, поэтому, я думаю, мы успеем замодерировать данную кампанию. Если нет, чуть задержка она у нас пойдет. Не критично. Здесь, как вы обращу внимание, кабинет уже Антарктики, да, мы ставим дальше Full Geo Турция. И поехали по городам. Сейчас я их буду проставлять и вам покажу итог, чтобы время здесь не тратить видео. Так, друзья, проставил, да, города. Теперь мы с вами ставим минимальный возраст. Минимальный возраст я бы ставил где-то в районе Турции, да, 23. Поэтому вот просто берите эти настройки, также заливайте. Ну, языки, естественно, мы ставим турецкий. То есть города я проставил, большое внимание, это Германия, по городам Франция и Великобритания. То есть там есть определенные города, мы списки там для вебов скидываем, все это на менторстве, понятно, тоже разбираем. В целом, в общем, поставите ролик на паузу, если нужно, перепечатайте и используйте их. По верхнему диапазону я поставил бы 60 и МЖ оставим в любом случае. Дальше будем делать с вами сужение, смотреть, как оно будет на выходе себя показывать. Более по настройкам ничего мы с вами не делаем. Переходим... Что мы поставили? Какой город? На что он ругается? Интересно. Давайте посмотрим. Бирмингем, Германия, Великобритания, Антарктика, понятно. Ой-ой, какая Российская Федерация. Вы что? Вы что? Франция, Турция. Все, да, остальное все четенько. Переходим теперь к объявлениям. Объявления у нас тоже будут пронумерованы с вами. Один поставим здесь, соответственно, так как будет несколько креативов, да. По фаночке. Фаночку мы заюзаем с вами. Заюзаем фаночку мы с чикеном, только я ее не вижу, где-то он здесь, наверное, должна быть. Да, прекрасная фанка Chicken Roll 2. Вот ее и забираем, друзья. Здесь все окей. Здесь все окей. Ну и теперь нам остается подгрузить пока что Creo, да. Но еще нам нужен с вами домен. Здесь мы все сохранили, да. Теперь нам нужны потоки, забрать домен наш с вами. Забираем его и идем в URL сайта. Только все хвостики мы, наверное, уберем в конец. Сейчас хвостик мы уберем весь в конец, если у нас будет с вами копироваться. Да, сейчас выберем все сабы. Есть. И в URL сайта в самом низу вставляем хвостик 128. Все, здесь все прекрасно. Все прекрасно. Да, нужно нам еще аутентификацию прийти, судя по всему, по почте. Но это с Фейсбуком, друзья, классическая история, поэтому я думаю, всем она уже привычна. Сейчас я просто сделаю быстренько структуру, и, в принципе, мы опубликуем, и данный ролик зафиналим, он будет более такой короткий, скажем так. На самом деле, просто я сейчас показываю ту актуальную структуру, которую вам просто можно взять и один в один закопировать. Обязательно, понятно, это линки, это мультигео, ну и в том же числе, да, и PVA-шка. По PVA-шке это будет, наверное, в следующем ролике, мы это дозагрузим с вами. И как эти компании вести, как они велись, да, и где они что-то как-то выкручивались, либо нет, мы с вами это тоже вместе разберем. Разберем, отправить, есть. Это у нас готово. Так, отлично, все прошли. Сейчас я подгружу криосики быстренько. Друзья, в целом публикую, да, первую кампанию, 18 элементов. Что-то он меня тут ругается, одну секунду. Друзья, вот как раз, в общем, вам такой некий инсайдик, да, как сейчас сделать. В общем, есть определенная ошибочка подобного формата, где они тут лезут. Я сейчас просто на другом кабе быстренько создал, чтобы времени не занимать. Кто встречается сегодня с понедельника с этой историей, баг ФБ,
Что-то индусы вновь накрутили. Короче, чтобы не было этого бага, ручками сейчас. То есть, короче, при дублях, у дублей, если меняете ручками Creo, вылетает эта ошибка. Никак от нее не избавиться. Тут есть различные сейчас гипотезы, теории. Параллельно читаю даже то, что в чатах пишут. В общем, что наверняка работает. Работает руками в ацете создание с нуля нового объявления. Тогда все прекрасно грузится, ошибок нет. В другой кабинет. Изначально, если опять же там типа за дублю, давайте вот покажу вам сейчас на примере, удалим, да, дубль, допустим, еще один добавим сюда в IBO-шку, да, пойдем в нее, поменяем сейчас Creo, на любой там, не знаю, можно даже на этот же сменить видео, медиа, пускай даже этот же давайте, ну, давайте другой тип выберем. Проклацываем, и вуаля, начинается история. Бум-бум-бум-бум-бум, зависание, баги, и пошло. Ошибка. Что нужно сделать? Ручками в это WhatsApp провалиться и создать новое объявление. Да, чуть занимает время, сейчас вы видите, да, я видео на паузу ставил, но зато все корректно, без ошибок подгружается. И вот в таком ключе можно работать. Окей. Я компании публиковал на плюс 8 кабе. Минусовой, значит, догружу чуть позже, да, но будет у нас два кабинета, которые мы с вами посмотрим дальше, как крутить. Вот вам, опять же, друзья, в примере ситуации, в которой случилось, да, сейчас такой баг, опять же, техничка ФБ, на который мы быстро нашли решение. Методом тыка я вот сейчас в моменте там за 15-20 минут разобрался, и все. Смотрю, в чатах очень длительное время обсуждают, не стоит этого бояться, ну, бывает, да. ФБ вновь какие-то апдейты сводит, видимо, что-то с криосами как раз крутит, но зато есть всегда решение. Как говорится, на каждый баг есть фиксы, да, и антибаг и так далее. Ну, в общем, все публикуем здесь. Все элементы, ну и, собственно, в бой, да, 1 из 26 у нас параметров публикуется. На минусовом кабинете, наверное, уже тогда получается... Да, кстати, друзья, все заметили, да, перевелось же время, минус 7 кабы стали минус 8. Никто не пугайтесь, а то сейчас тоже многие подумают, что какой-то баг, еще что-либо нет. Если это не баг, просто часовой пояс переведен, и, ну, как бы это классика. Каждую зиму так происходит, с ноября месяца. Ну, в принципе, как-то так, думаю... В следующем видео мы разберем обязательно построение пушей. Здесь в целом, в общем, показали залив. Компания публикуется, будем дальше их вести и уже разделим на отдельные части и видео. Кому интересно пролив нашей ПП, ссылка в описании. Кому интересно, друзья, менторство, залетайте, да, собственно, тоже будет много чего интересного. Я обязательно поделюсь скриншотами, как обе компании на плюсовых и минусовых кабинетах пройдут модерацию, да, выйдут все в approve и будем с вами смотреть и, собственно, вести всю эту историю. Поделюсь обязательно результатами, разберем в следующем видео пуши, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и ожидайте следующей части. Всем хорошего дня, всем пока.